Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Савана-Ридж в Кении. Это бескрайнее море золотистой травы, пунктирно отмеченное зонтичными акациями и древними баобабами. Здесь время течет иначе, подчиняясь ритмам миграции и смены сезонов. В центре внимания смотрителей парка в этом году оказалась Амира, величественная 30-летняя слониха, чья мудрость и спокойствие всегда выделяли ее среди матриархов. Амира готовилась стать матерью во второй раз. 5 лет назад она уже подарила стаду Налу, бойкую и немного своенравную самочку. Первые роды прошли по классическому сценарию. Но в этот раз все было иначе. Живот Амиры казался неестественно огромным, даже для ее внушительных размеров. Грация сменилась тяжелой, изнуряющей походкой. Она часто останавливалась, тяжело дыша, и прижималась лбом к прохладной коре деревьев, словно ища в них опору. Главный ветеринар парка, доктор Самуэль Ндику, наблюдал за ней через бинокль. «Она переносит это гораздо тяжелее, чем в прошлый раз», — заметил он своему помощнику. «Посмотри на ее глаза. В них не просто усталость, в них тревога». За 2 недели до предполагаемого срока за Амирой установили круглосуточное наблюдение. Сотрудники парка понимали, природа готовит им сюрприз, и, судя по состоянию слонихи, он может оказаться опасным. Роды начались в сумерках, когда небо над саванной окрасилось в багровые и фиолетовые тона. Воздух, еще не остывший после дневного зноя, казался густым и неподвижным. Амира затрубила. Это был необычный призывный звук, а пронзительный крик боли, от которого по спинам смотрителей пробежал холодок. Она металась по расчищенному участку саванны, не находя себе места. Боль накатывала волнами. В какой-то момент слониха начала кружиться на месте, вспахивая пыльную землю мощными ногами. Ее крики, разносившиеся на многие километры, не остались незамеченными. В тени кустарников зажглись янтарные огоньки. Гиены и львы почуяли запах крови и уязвимости. Но стадо Амиры знало, что делать. Словно по команде другие слонихи, сестры, тети и повзрослевшая Нала образовали вокруг роженицы живой щит. Они встали плечом к плечу, выставив бивни наружу. Этот монолитный круг из серой кожи и мощи ясно давал понять любому хищнику: прохода нет. Прошло 6 часов. Самуэль Ндику уже подготовил транквилизаторы и инструменты для хирургического вмешательства, опасаясь, что Амира не справится сама. Но в тот момент, когда луна достигла зенита, природа взяла свое. Первый малыш появился на свет под радостное, оглушительное трубение стада. Он был крупным и активным. Пока смотрители переводили дух, Амира не успокоилась. Она продолжала тужиться, и через 15 минут на свет появился второй слоненок. «Двойня?» — выдохнул Самуэль, не веря своим глазам. «Это же один случай на 100 000. В дикой природе слоны-близнецы — это почти всегда приговор. Материнского молока редко хватает на 2, а необходимость постоянно перемещаться в поисках воды делает слабых детенышей легкой добычей». Радость сотрудников парка мгновенно смешалась с осознанием того, какая тяжелая работа предстоит Амире. Утром стали видны различия. Первый слоненок, получивший имя Тано, что на суахили означает «5» в честь дня его рождения, был полон сил. Он смешно шевелил ушами и уже через час, хоть и шатаясь, стоял на 4 ногах. Второй, Киран, луч света, был полной его противоположностью. Он был заметно меньше, его кожа висела складками, а ноги отказывались слушаться. Он лежал в пыли, лишь слабо шевеля хоботом. Амира,
едва стоявшая на ногах от истощения, проявляла невероятное упорство. Она подталкивала Кирана хоботом, пыталась поднять его, осторожно поддевая бивнями под живот. В ее звуках слышалось отчаяние матери, которая чувствует, что жизнь ее ребенка ускользает. Наступил критический момент. Стадо должно было двигаться к водопою. Палящее солнце не прощало промедления. Если Киран не встанет сейчас, его придется оставить. Амира стояла над ним, закрывая своей тенью от палящих лучей. Она издала низкий вибрирующий гул, который, казалось, шел из самой земли. Киран предпринял очередную попытку. Его коленки дрожали, он поднялся на несколько сантиметров и снова рухнул. В этот момент Амира сделала то, что заставило замолчать всех присутствующих смотрителей. Она обвила хоботом грудь малыша, буквально фиксируя его в воздухе, и держала так до тех пор, пока его мышцы не адаптировались к весу. Киран сделал первый неуверенный шаг, затем второй. Стадо, до этого момента хранившее почтительное молчание, взорвалось триумфальным трубным маршем. Это было официальное приветствие новых членов семьи. Новость о близнецах разлетелась по миру мгновенно. Фотографии, сделанные сотрудниками Savannah Ridge, на которых Амира поддерживает маленького Кирана, стали вирусными. Миллионы лайков, тысячи репостов. Парк оказался в центре мирового внимания. Но у славы была и темная сторона. Редкие животные всегда привлекают тех, кто видит в них лишь наживу. Браконьеры, активизировавшиеся в регионе, стали представлять реальную угрозу. Руководство парка приняло экстренные меры. Охрана была удвоена, а за стадом Амиры теперь следил не только наземный патруль, но и дроны. Близнецы стали символом парка, и их потеря была бы катастрофой. Через неделю эйфория прошла. Наступила суровая реальность. Киран начал слабеть. Он не успевал за Тана в борьбе за материнское молоко, и его врожденная слабость дала о себе знать. Он начал отставать от стада, его глаза закисли, а дыхание стало прерывистым. Самуэль Ндику понял — пора вмешиваться. Это был риск. Слоны крайне неохотно подпускают людей к детенышам, особенно когда стадо находится в стрессе. «Мы должны сделать это быстро», — скомандовал Самуэль. Используя джипы, чтобы немного оттеснить любопытных сородичей, ветеринары смогли подойти к Кирану. Амира нервничала, она угрожающе размахивала ушами и била землю бивнями, но, на удивление, не напала. Казалось, она понимала, что эти существа в зеленой форме — последняя надежда ее сына. Кирану ввели комплекс витаминов, антибиотиков и поддерживающих препаратов. Малыш брыкался, пытался укусить Самуэля за рукав и жалобно пищал. Но инъекции сделали свое дело. Чтобы укрепить его мышцы, ветеринары разработали целую систему физиотерапии. Они заставляли его преодолевать небольшие препятствия, когда стадо отдыхало, стимулируя кровообращение. Интересным поворотом в этой истории стало поведение Налы, старшей сестры. Сначала она проявляла открытую ревность. Всю свою жизнь она была центром внимания Амиры, а теперь мать была полностью поглощена двумя пищащими комочками. Нала иногда пыталась оттолкнуть Кирана от вымени или демонстративно уходила в сторону, когда стадо играло. Но природа мудра. В один из дней, когда Амира спала после долгого перехода, Киран запутался в густом кустарнике и не мог выбраться. Он начал паниковать. Вместо того, чтобы проигнорировать его, Нала подошла, внимательно посмотрела на брата и аккуратно, используя свои небольшие бивни, раздвинула ветки. С этого дня она стала его нянькой. Она следила, чтобы Киран не терялся, подталкивала его хоботом, когда он уставал,
и даже играла с ним в догонялки, намеренно замедляясь, чтобы он мог победить. Эта поддержка сестры стала решающим фактором в его выздоровлении. Прошло полгода. Сегодня в Саванна-Ридж можно увидеть удивительную картину. Впереди идет мудрая Амира, а рядом с ней, почти не уступая друг другу в росте, бегут два слоненка. Киран окреп, его мышцы налились силой, а в глазах появилось то же спокойное достоинство, что и у его матери. История Амиры и ее близнецов стала легендой парка. Она напомнила людям о том, что даже в самом суровом мире есть место для чуда, если за него бороться. Сплоченность стада, профессионализм людей и безграничная материнская любовь сотворили невозможное. Под небом Кении, среди пыли и ветра, два маленьких слона продолжают свой путь, доказывая каждый день: жизнь всегда находит способ победить.